Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И всегда помните, что все в ваших руках. Ваша жизнь – это результат ваших мыслей, ваших эмоций, ваших действий. Даже самые неприглядные события, к сожалению или к счастью, наверное, для некоторых к сожалению, если это неприглядные события, притянули вы сами. Но хорошая новость, для некоторых это новость, для некоторых вы уже слышали это от меня не один раз, но, может быть, еще не можете поверить. А если верите и действительно следуете этому, то можете изменить свою жизнь, ведь только вы можете менять все, что вы хотите в своей жизни. Ну и, конечно, искать виноватых – это самое последнее дело, это не поможет. Да, может быть, вы найдете, на кого скинуть вину, но я вам хочу сказать, что вот эта обида, вот это раздражение, оно тяжелым грузом лежит именно на вас. Поэтому, если бы вы могли все это отбросить, а начинать никогда не поздно и потихонечку изменить ваше отношение к жизни, отношение к миру, отношение к людям, соответственно, и жизнь изменит свое отношение к вам. Сегодня хочу посмотреть ближайшее будущее, что же покажут нам Таро на ближайшее будущее и, соответственно, что же посоветуют карты Таро на ближайшее будущее. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь, улыбка улучшает жизнь, и чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная и высшие силы, Господь, космос, ведь каждый из нас называет это по-своему, а это все одно и то же, это энергия. Весь мир, вся жизнь, мы все связаны энергетически, хотим мы этого или нет, и все работает на обмене энергией. Ну что, надеюсь, вы улыбнулись. Давайте же посмотрим ближайшее будущее. Что же хочет произойти? Первое, что хочу сказать, придут какие-то новости. Для большинства из вас вы ждали чего-то, вы ждали ответа на какой-то ваш вопрос, вы ждали решения какой-то задачи, и вы искали информацию для решения задачи, и, соответственно, в самое ближайшее время придет та информация, которой вы ждали. Эта карта еще говорит о том, что уверенность в себе, уверенность в том, что вы делаете, уверенность в вашем отношении к кому-то очень важна будет в самое ближайшее время. Ваше недоверие, ваша неуверенность прежде всего в себе может помешать вам в ближайшее время. Ну а также в самое ближайшее время ждет встреча, для некоторых это знакомство, для некоторых это будет просто встреча, вас же много, и действительно у каждого из вас это может проиграться по-своему. Это мужчина старше 40, рыжеватый, с темными глазами, мужчина яркий, мужчина, который любит действовать, а не анализировать, часто делает, а потом думает. Ну и для каждого из вас этот мужчина может или появиться в вашей жизни, или произойдет встреча, может вы кого-то и узнали в этом мужчине. Так вот, в самое ближайшее время
с этим мужчиной произойдет встреча, и для чего эта встреча. Вот если говорить об уверенности в себе, это для тех, кому это надо, это будет именно встреча, чтобы попросить совета, попросить помощи. Девочки, это может быть новое знакомство для вас. Вот тут этот тип мужчин любит загадки, любит недосказанность. Ему, знаете, вот у него просыпается синдром охотника, когда женщина создает нехватку себя, когда женщина ускользает, ему тогда интересно. Поэтому, если понравится мужчина, будьте мудры. Давайте посмотрим, что же еще в ближайшее будущее. Новости от детей. Придут какие-то новости от детей, дети вам что-то расскажут, что-то интересное, что-то, что могу сказать, что приведет вас к раздумьям. Вы не будете уверены, что информация, которую донесли вам дети, она для вас совсем подходящая. Смотрите, тут идет уже именно наше отношение к людям, в том числе и к нашим детям. Ведь если мы принимаем наших детей такими, как мы есть, со всеми их плюсами, со всеми их минусами, и поддерживаем наших детей в любых решениях, которые они принимают, кстати, это касается и маленьких детей. Я имею в виду, что не грудничков, они не разговаривают, а детей, которые в возрасте, чтобы выразить свое мнение, чтобы выразить то, чего они хотят, чего они не хотят, что им нравится, что им не нравится. И, соответственно, вот к чему я веду, наше отношение к детям, было бы здорово учитывать предпочтения наших детей, а не просто вести и гнуть свою линию, что мы вот считаем, что это правильно, а вот то, что наш ребенок хочет, это неправильно. Это создаст конфликты, это создаст недопонимание. И очень многие из нас, особенно средний возраст и чуть старше среднего возраста, мы проходили, а может некоторые еще проходят моменты с детьми, когда дети кричат, что ты меня не понимаешь, ты портишь мою жизнь и так далее и тому подобное. Начало все равно в нас. Вот наше отношение к нашим детям и возвращает нам не обязательно в том же контексте то, что мы излучаем по отношению к нашим детям. Опять же, выбор, конечно же, ваш. Только вы можете решить, как вы хотите. Но вот тут я вижу ситуации, в которых дети захотят вашего принятия, чтобы вы приняли их точку зрения, чтобы вы приняли то, что они будут пытаться вам донести, а вы уже выбирайте. Что же еще в ближайшем будущем произойдет или хочет произойти? И смотрите, я смотрю, что очень много будет в ближайшем будущем именно вопросов, связанных с взаимоотношениями. Все карты двора. Двое мужчин и ребенок. Если когда выпадает Паша, то может быть как девочка, так и мальчик. Еще одна встреча, еще один разговор, как минимум, еще один диалог для некоторых, особенно для девочек, это еще один мужчина, с которым вы можете познакомиться, с которым вы, скорее всего, познакомитесь. Это уже немножко другой характер, немножко другой подход. А может, вы и узнаете, сейчас я дам описание человека, может быть, вы и узнаете
кого-то в вашем окружении. Это не только для девочек, это и для мальчиков, ведь эти встречи могут быть не только для мужчина-женщина отношения, эти встречи могут быть и по работе. Эти встречи могут быть по работе, по бизнесу, это могут быть какие-то взаимоотношения с клиентами тоже. Так вот, это мужчина старше 40, темный цвет волос, темные глаза, мужчина очень чуткий, мужчина очень заботливый и ответственный. Вот тут прежде всего впереди мужчины идет ответственность. Если человек обещал что-то, он обязательно сделает, поэтому для тех, кто узнал кого-то в этом мужчине, и мужчина что-то обещал, не пытайтесь его дергать, не дергайте его, и не вот это вот ваше ожидание и ваше дергание и оттягивает момент, когда все-таки вы получите то, что было обещано от этого мужчины. Для девочек, если когда произойдет знакомство с этим мужчиной, это другой тип человека. И, в принципе, если от первого мужчины можно ожидать героических поступков, образно говоря, то этот мужчина более приземлен, он очень не любит конфликтов. Этот мужчина в конфликтах, как рыба в воде. А вот этот при конфликтах он исчезает, он не идет на конфронтации, ему не нравятся конфронтации, с ним лучше всего все решать полюбовно или мирно. Но это, в принципе, касается не только, если мы говорим отношений мужчина-женщина, это мы говорим о любых отношениях, о дружеских отношениях, о родственных отношениях вот с этим мужчиной. Он абсолютно не способен на конфликты, он от них уходит, он замолкает и просто исчезает. Поэтому смотрите, как вы будете вести диалог с этим мужчиной, особенно если попросили помощи, и он вам обещал, и чего-то от него ждете. Смотрите, чтобы действительно сами что-то не испортили. Вот такое ближайшее будущее, и смотрю, что вот большинство в ближайшем будущем ждет именно взаимоотношения с людьми. В данном случае, я же говорю, тут я увидела двоих мужчин и кого-то, и детей. Ну а как, что, зачем, выбор-то все равно ваш.